Тропы джунглей были почти неразличимы под тяжестью вечнозеленой листвы. Влажный воздух висел, как густое полотно, пропитанное запахами разложившейся древесины, смолы и сырой земли. Легкий туман ползал между гигантскими деревьями, обвивая корни и стволы, словно пытаясь скрыть что-то древнее и сокровенное. Каждый шаг по мягкой почве сопровождался тихим хрустом опавших листьев и внезапным шорохом в подлеске, который мог принадлежать как ящерице, так и чему-то более странному, невидимому глазу. И вот, пройдя еще один изгиб заросшей тропы, исследователь увидел это впервые. Сначала это был только силуэт среди лиан, очертания каменной стены, неестественно прямой, слишком строгой для джунглей. Камень, чередующийся с темно-зеленым мохом, был словно отполирован веками дождей и солнечного света, отражавших его таинственный блеск. По мере приближения стало видно, что это не просто стена, а фасад храма, покрытый рельефами и символами, которых не встречалось ни в одном архиве или книге. На поверхности камня вырезаны фигуры, человеческие тела, но с непропорционально удлиненными руками, голова которых венчалась странными орнаментами, напоминающими неизлестные обряды исчезнувшей цивилизации. Символы, сплетающиеся в сложные узоры, словно рассказывали историю, которую невозможно было прочитать. С каждым шагом исследователя охватывало чувство, что храм наблюдает за ним сам. Древняя тайна, сокрытая веками, теперь сталкивала его с необъяснимым. Джунгли тихо шептали. Ветер скользил по листве, и только легкий шум реки вдали напоминал о том, что мир за пределами этого места все еще существует. У входа в храм лежали останки каменных плит, покрытых мхом и лианами, словно природа пыталась стереть память о людях, которые когда-то стояли здесь, совершая свои ритуалы. Их присутствие ощущалось в каждой трещине, в каждом выступе камня. Легкий запах ладана и старой древесины витал в воздухе, хотя храм был заброшен столетиями. Казалось, что сама тишина внутри стен храма хранит и разгаданные тайны, и секреты забытых богов. Каждое движение исследователя сопровождалось едва слышным эхом, отражающимся от рельефов и арок, создавая иллюзию, что стены живы и наблюдают за каждым его шагом. Он наклонился ближе к одному из рельефов и увидел сцену, которую никто не мог бы объяснить. Фигуры, выполняющие неизвестные обряды, с инструментами, которых не существовало в известной истории, и с символами, не поддающимися расшифровке. Сердце учащенно билось, дыхание стало прерывистым, и ощущение, что он стал частью древней загадки, наполняло все его существо. Исследователь сделал осторожный шаг внутрь храма, и влажный затхлый воздух обнял его, словно невидимая паутина. Каменные полы были покрыты слоем пыли, смешанной с опавшей листвой, словно сама природа пыталась стереть память о древних обитателях. Каждый его шаг отзывался эхом в высоких арках, создавая ощущение, что стены шепчут, рассказывая историю, недоступную современному миру. Своды храма были украшены странными фресками, выцветшими от времени, но все еще передающими атмосферу величия и таинственности. На фресках были изображены сцены ритуалов, фигуры с вытянутыми руками, лица, скрытые масками, и загадочные символы, переплетающиеся с геометрическими узорами, которые никто не мог расшифровать. Он провел пальцами по рельефу, ощущая холод камня и необычную текстуру, словно кто-то пытался передать свои знания через поверхность,
которая никогда не должна была быть понята извне. На дальнем конце зала находилась камера, скрытая за массивной дверью из дерева, треснувшего от времени. Дверь была украшена изображениями неизвестного божества, окруженного символами, напоминающими одновременно звезды и растения. Исследователь осторожно открыл дверь, и перед ним предстала комната, наполненная тенью и странными предметами. Каменные чаши, обугленные остатки ритуальных инструментов и таблички с письменами, которые не поддавались анализу. Свет фонаря играл на стенах, отражаясь от резных фигур, создавая иллюзию движения. Казалось, что древние боги все еще наблюдают за тем, кто осмелился войти в свое святилище. На дальнем конце зала находилась камера, скрытая за массивной дверью из дерева, треснувшего от времени. Дверь была украшена изображениями неизвестного божества, окруженного символами, напоминающими одновременно звезды и растения. Исследователь осторожно открыл дверь, и перед ним предстала комната, наполненная тенью и странными предметами. Каменные чаши, обугленные остатки ритуальных инструментов и таблички с письменами, которые не поддавались анализу. На стенах ближе к потолку он заметил странные символы, которых не было ни в одной книге, ни в одной научной публикации. Они сочетали линии, спирали и точки так, что казалось, будто это язык, предназначенный для понимания только посвященными. Исследователь не мог отвести взгляд. Он чувствовал, что каждое мгновение пребывания здесь — шаг к разгадке великой тайны, но одновременно он ощущал, что эта тайна не желает быть раскрытой. Храм, забытый джунглями, продолжал хранить свои секреты, скрытые от мира и времени. Вдруг сквозь трещины в стенах пробился слабый луч света, освещая один из рельефов, где фигуры, изображающие ритуал, словно ожили. Их движения были запечатлены так точно, что казалось, будто камень сам хранит память о тех, кто когда-то ступал сюда, принося жертвы и молясь неизвестным богам. Исследователь понял, что храм — это не просто место поклонения, а хранилище знаний. В глубине храма воздух становился еще плотнее, словно само пространство сопротивлялось продвижению внутрь. Каменные коридоры велись лабиринтами, покрытые мхом и плесенью, и казалось, что каждый поворот скрывает новую загадку, новый символ, который никто еще не видел. Стены были усыпаны рельефами, сцены которых сочетали в себе реализм и фантазию. Фигуры людей с головами животных, странные создания, напоминающие одновременно змей и птиц, и абстрактные знаки, смысл которых не поддавался логике. Исследователь останавливался у каждого рисунка, изучал его с фонарем, стараясь уловить детали, которые могли бы пролить свет на тайну храма. На одном участке стены были высечены сцены жертвоприношений, но они отличались от всех известных ритуалов. Тела были изображены не как жертвы, а как участники сложного ритуала, в котором символы и предметы сочетались в необычайно точной геометрии. Среди рельефов он заметил странные каменные таблички, каждая с отдельным символом, вырезанным с поразительной точностью. Их сочетания были непонятны, но казалось, что они составляют некий алгоритм или код, предназначенный для понимания посвященными. Легкий ветер пробирался сквозь трещины в стенах,
шурша листьями за пределами храма, и каждый звук усиливал ощущение, что место живо, что храм сам дышит, наблюдая за исследователем. В углу храма находился небольшой алтарь, на котором лежали сосуды с остатками порошкообразного вещества, кости мелких животных и странные амулеты. Все это было расположено так, что каждый предмет имел свое место, как будто создавая карту, смысл которой ускользал. Исследователь медленно подошел к алтарю, его пальцы едва касались поверхности, ощущая холод камня и шероховатость резьбы. Он пытался представить, кто и зачем создал эти символы, какие знания они скрывали, какие тайны были утрачены вместе с цивилизацией. Сквозь полумрак он заметил еще один проход, скрытый за массивной колонной, украшенный символами, напоминающими звездные созвездия. Эти узоры были необычны, они не совпадали ни с одной известной астрономической картой, но тем не менее создавали впечатление точного и осмысленного расположения. Сердце исследователя учащенно билось. Он понимал, что храм — это не просто место поклонения, а хранилище знаний, доступ к которому открывался лишь тем, кто был готов понять язык древних. Легкое прикосновение к колонне вызвало слабый звук, похожий на эхо колокола, и на мгновение свет фонаря отразился от скрытой двери в стене. Исследователь сделал шаг назад, напряжение росло, внутри могло быть что угодно, еще одна комната или тайник с секретами, которые никто не видел столетиями. Каждый символ на стенах, каждый рельеф и каждая трещина казались частью единого замысла, который ускользал от современного понимания. Здесь прошлое и настоящее переплетались в непрерывном танце загадок. И исследователь осознавал, что разгадка храма потребует всей его внимательности, терпения и интуиции. И все же он шагнул вперед. Легенды, окружающие храм, передавались из уст в уста среди племен джунглей, но с каждым поколением детали терялись, и оставалось лишь ощущение величия и опасности. Старейшины говорили о божестве, имя которого забылось, и о ритуалах, которые могли пробуждать силу, недоступную человеческому пониманию. Эти истории были смесью страха и почтения, и каждый звук джунглей напоминал о том, что храм хранит свои тайны в полной изоляции. Исследователь стоял в центре зала, окруженный фресками и рельефами, и пытался представить, как здесь проходили обряды. Фигуры с вытянутыми руками, странные маски и символы создавали иллюзию движения, словно храм оживал в присутствии чужака. Некоторые символы напоминали астрономические созвездия, другие — неизвестные растения, а третьи — загадочные геометрические фигуры, смысл которых ускользал от современного разума. На одном из рельефов изображено процесс жертвоприношения, но не в привычном понимании. Фигуры складывались в сложные узоры, а предметы, которыми они пользовались, были неизвестны археологии. Это создавало ощущение, что ритуал был не только магическим, но и научным, точным и намеренным. Исследователь подошел к каменной плите с рисунками, где человеческие фигуры переплетались с фантастическими существами. Их лица были скрыты, но глаза, казалось, следили за каждым движением. Странные инструменты и сосуды, вырезанные на плите, не имели аналогов в известных археологических находках. С каждым шагом он все яснее ощущал, что храм — это не просто святилище,
а хранилище знаний и силы, предназначенное для тех, кто способен ее понять. Каменные стены, рельефы и символы создавали единый язык, который ускользал от понимания посторонних. Вдруг луч света проник через узкую щель в стене, освещая фреску, где божество изображено с распростертыми руками, окруженное таинственными символами. Свет казался живым, подчеркивая детали, которые были незаметны при обычном освещении. Это зрелище усилило ощущение присутствия чего-то сверхъестественного. Джунгли за стенами храма шептали своими тайнами, ветер мягко колыхал листву, и исследователь ощутил одновременно страх и восторг. Он понимал, что каждая деталь здесь имеет значение, каждая трещина в камне — часть великой загадки. Дальнейшие коридоры вели к подземным камерам, и в этих пространствах царила тьма, полная звуков эха и невидимых движений. Каменные ступени скрипели под ногами, и каждый шаг казался проникновением в сердце древней цивилизации, о которой почти... В глубине храма исследователь наткнулся на зал, стены которого были покрыты символами, не похожими на ни одно известное письмо. Эти знаки сочетали линии, спирали и точки, образуя сложные схемы, которые казались одновременно научными и магическими. Каждый символ словно имел собственный ритм, свою внутреннюю жизнь, которую невозможно было прочесть взглядом. Он провел рукой по поверхности, ощущая холод камня и едва заметную вибрацию, как будто храм реагировал на присутствие человека. По мере продвижения вдоль стен символы становились все более сложными, переплетаясь в узоры, которые напоминали карты, астрономические схемы и изображения неизвестных существ. Внезапно исследователь заметил, что некоторые символы повторяются с точностью до мельчайшей детали, словно их расположение имело конкретное назначение, и что их комбинация формировала скрытую последовательность. Воздух в этом зале был тяжелым, наполненным ощущением древнего знания и силы, которая могла быть опасной для неподготовленного человека. Он ощутил, как время здесь замедляется, и каждый звук, шорох листвы, капля воды с потолка, дыхание приобретало особое значение. На одном из выступов стены лежали каменные таблички с еще более странными знаками. Они были миниатюрны, почти скрыты, и их назначение оставалось тайной. Казалось, что это своего рода ключ к пониманию всего храма, но смысл ускользал от сознания. Исследователь попытался сопоставить эти символы с фресками, которые он видел ранее. И чем больше он их изучал, тем яснее становилось, что храм был не просто местом поклонения. Это был сложнейший механизм, зашифрованный и предназначенный для передачи знания, недоступного обычному разуму. Вдруг он заметил узкую нишу в стене, в которой лежал свернутый свиток, покрытый пылью и паутиной. Осторожно развернув его, он увидел еще более странные рисунки, напоминающие комбинацию ритуалов и астрономических вычислений. Свет фонаря отбрасывал тени, и линии на свитке казались оживающими под его взглядом. Он ощутил легкое головокружение, словно сам храм воздействовал на сознание, требуя внимательности и сосредоточенности. Каждый шаг и каждое движение здесь имели значение, и даже малейшая ошибка могла исказить понимание этих древних символов. Символы и рельефы, казались, были частью системы знаний, которая соединяла духовное и материальное, человеческое и божественное. Исследователь понимал, что разгадка этих знаков могла бы открыть доступ к тайнам, которые цивилизации до сих пор оставались недоступны. Джунгли снаружи шумели своими привычными звуками, но внутри зала царила тишина, которую нарушало только эхо его шагов.
Здесь прошлое шептало свои тайны, а храм продолжал хранить свои секреты, ожидая, кто сможет расшифровать язык забытых богов. Исследователь сделал паузу, осознавая, что каждый символ, каждая трещина в стене — это часть огромной головоломки, которую предстоит разгадывать столетиями, и что он только прикасается к краю этой древней и могущественной тайны. Исследователь медленно продвигался вдоль таинственных коридоров, ощущая, что каждый шаг приближает его к сердцу храма. Здесь стены были особенно густо покрыты символами, а рельефы изображали сцены, которых не встретишь ни в одной известной мифологии. Фигура бога с маской, скрывающей лицо, и сопровождающие его существа вызывали одновременно страх и восхищение. Легенды местных племен говорили, что это божество управляло не только миром духов, но и самой энергией джунглей, направляя силы природы и влияя на жизнь людей. Никто не мог объяснить, что означают изображения и зачем были созданы эти ритуалы. Исследователь заметил, что на полу вырезаны геометрические фигуры, совпадающие с символами на стенах. Казалось, что храм был спроектирован так, чтобы каждый шаг человека совпадал с определенным ритуалом, а движение — с древними тайнами. Он осмотрел один из проходов, где стены были украшены сценами обрядов. Люди поднимали руки к небу, окруженные спиралями символов, и использовали странные инструменты, которые оставались непонятными археологии. Все это выглядело как карта, по которой можно было читать силу храма. Свет фонаря едва проникал в глубину коридоров, и тени рельефов казались живыми. Казалось, что стены наблюдают за каждым его движением, а древние символы словно шептали, призывая быть внимательным и осторожным. Он подошел к тайной двери, замаскированной под рельеф, который изображал сцены жертвоприношений. Легкое прикосновение к камню вызвало слабый скрип, и перед ним открылся узкий проход, ведущий в подземелье, где царила полная темнота. Внутри подземного зала стены были покрыты еще более сложными символами, переплетающимися с изображениями божественных фигур. Здесь не было ни света, ни звуков джунглей, только глухая тишина, прерываемая дыханием исследователя. На полу лежали каменные плиты, на которых были высечены неизвестные знаки, напоминающие календарные системы, но не совпадающие ни с одним известным астрономическим циклом. Казалось, что здесь время измерялось иначе, и только храм мог понимать свои собственные законы. Исследователь ощутил странное чувство, будто пространство вокруг него оживает. Рельефы на стенах создавали иллюзию движения, а символы словно излучали свет, которого на самом деле не было. Он понимал, что храм — это не просто место, а живой механизм, хранящий знания и силу древних. Легенды утверждали, что только тот, кто способен понять язык символов, сможет активировать силу храма. Каждый рельеф, каждая трещина в стене, каждый символ на полу был частью огромной системы, доступной лишь посвященным. Исследователь остановился, сделав глубокий вдох, и понял, что дальше путь будет только сложнее. Перед ним открывалась неведомая сеть подземных залов и проходов, где тайна храма становилась все плотнее, а загадка божества все более непостижимой. И все же он сделал шаг вперед, чувствуя, что каждый миг пребывания здесь — шаг к разгадке, к тайне, которую никто до него не смог понять, и к знаниям, которые хранятся в стенах этого заброшенного святилища. Подземные залы храма раскрывали все больше загадок. Символы на стенах переплетались с рельефами так, что казалось, будто каждая сцена несет скрытый смысл, недоступный обычному восприятию. Исследователь внимательно изучал линии, спирали и точки, стараясь понять их взаимосвязь. Некоторые символы повторялись, но в каждом повторении появлялась новая деталь,
создавая ощущение сложной и глубокой системы знаний. Легенды говорили, что храм построен не только для поклонения, но и для передачи силы тем, кто способен читать язык символов. Фигуры на стенах изображали божество с маской, которая меняла свое выражение в зависимости от угла освещения, и это создавалось исключительно мастерством древних каменотесов. Исследователь заметил на полу каменные плитки с загадочными знаками, совпадающими с символами на стенах. Он понял, что храм был устроен как гигантская карта ритуалов. Каждый шаг, каждый жест, каждая поза соответствовали определенному символу. Свет его фонаря играл на рельефах, создавая иллюзию движения. Фигуры на стенах казались ожившими. Божество с маской направляло взгляд на исследователя, а сопровождающие его существа — на его действия. Казалось, что храм наблюдает за каждым шагом и оценивает его готовность понять тайну. На стенах подземного зала были изображения, напоминавшие сцены из жизни племени: охота, сбор урожая, ритуалы и жертвоприношения. Но в каждой сцене присутствовали элементы, не поддающиеся известной истории: странные инструменты, неизвестные растения и таинственные символы. Исследователь ощутил, что храм хранит одновременно знания о духовном и материальном мире, объединяя их в единый язык. Каждый символ был частью огромного механизма, через который древние передавали свои знания будущим поколениям. Он подошел к алтарю, покрытому резьбой и украшенному каменными сосудами. Здесь символы были особенно сложны. Спирали, линии, точки сочетались так, что создавалось впечатление математического или астрономического расчета. Исследователь задумался, может ли храм быть одновременно святилищем и научной лабораторией древней цивилизации. Джунгли снаружи шептали свои тайны, но внутри храма царила почти полная тишина. Только эхо его шагов нарушало мертвую тишину. Каждое движение усиливало ощущение присутствия чего-то древнего и могущественного, словно храм сам направлял исследователя. Он заметил еще один проход, почти полностью скрытый за колонной с символами. Свет фонаря скользнул по рельефам, и в этот момент казалось, что стены живы. Они реагировали на его внимание, показывая новые детали и соединяя символы в непостижимую цепочку. Исследователь сделал паузу, и исследователь ступил в последний зал храма, и его фонарь осветил пространство, которое казалось центром всей структуры. Стены здесь были покрыты символами и рельефами, переплетающими прошлое и будущее, реальность и миф. Фигуры божеств, животных и людей образовывали сложные узоры, которые невозможно было понять целиком. На полу лежали каменные таблички, каждая с отдельным символом, а вокруг них рассыпаны крошечные камешки и остатки ритуальных предметов. Казалось, что эти объекты были частью механизма, раскрытие которого требовало точного знания порядка действий и понимания языка символов. Исследователь подошел к центральной колонне, украшенной изображениями божества с маской, и прикоснулся к резьбе. Холод камня пробежал по рукам, и на мгновение свет фонаря создал иллюзию, что символы на стенах ожили, будто пытаясь передать послание, недоступное человеческому разуму. Легенды местных племен говорили о том, что храм хранит силу, которая может изменить судьбу человека, если тот сможет расшифровать язык древних.
Исследователь ощутил, как эти слова оживают вокруг него, а атмосфера подземления наполняется энергией, которой не объяснить. Он внимательно изучал символы на колонне, сопоставляя их с рельефами и табличками на полу. Казалось, что каждый знак был частью большой системы, где прошлое соединялось с настоящим, а наука переплеталась с мистикой. Вдруг сквозь трещину в стене пробился луч света, и он осветил часть рельефа, где божество изображено с распростертыми руками, а вокруг него странные геометрические фигуры. Свет подчеркнул детали, которые раньше оставались незаметными, создавая ощущение откровения. Исследователь понял, что храм — это не просто место поклонения, а гигантский код, зашифрованный в камне. Каждый символ, каждая трещина и каждая сцена на рельефах были частью единой системы знаний, предназначенной для тех, кто способен понять ее смысл. Он сделал шаг назад и осмотрел зал целиком. Здесь прошлое, настоящее и будущее сливались воедино, создавая ощущение, что храм живет собственной жизнью, наблюдает и хранит свои тайны. И чем больше он изучал, тем яснее становилось, что разгадка возможна только тем, кто готов к глубокому пониманию и предельной внимательности. Легкий шум джунглей за стенами напоминал о внешнем мире, но здесь, внутри храма, реальность подчинялась законам, известным лишь древним создателям. Исследователь почувствовал, что стал частью этой загадки, что каждый шаг, каждое движение и каждое решение имели значение. И все же, даже на